Холодный октябрьский вечер 1948 года. В центре село Горное, возле старого сарая, собралась толпа. Мужчины, женщины, старики, все молчат, боятся даже дышать громко. В центре круга стоит невысокий человек, 1,65 м, не больше. Рядом с ним возвышается двухметровая громада мышц, немой великан Трофим, которого все знают и побаиваются. У его ног на коленях стоит Васька Рыжов. Еще вчера правая рука Павки Сидорова. Сегодня предатель, продавший своих за мешок зерна местному уполномоченному. Павка медленно достает из кармана фронтовой нож. Тот самый, с которым дошел до Вены. Васька начинает что-то бормотать про семью, про голодных детей, но Павка поднимает руку. Тишина становится абсолютной. И вдруг он делает то, чего никто не ожидал. Поворачивается к толпе и говорит: «Все глядите. Глядите внимательно. Запоминайте». Потом подходит к Ваське вплотную. Но чтобы понять, что произошло в тот момент, нужно вернуться на 1,5 года назад. В тот день, когда сержант Павел Сидоров по прозвищу Павка вернулся с войны в родное село Горное. Вернулся героем. 3 ордена славы, медаль за отвагу, 2 благодарности от Верховного. Вернулся калекой, левая рука почти не двигалась после осколка. Вернулся в ад, который оказался страшнее фронта. Современники рассказывали, когда Павка сошел с полуторки на околице, первое, что увидел, старуху Дарью, которая ела траву. Стояла на четвереньках и щипала крапиву, как коза. Женщина, что до войны славилась пирогами на все село, теперь набивала желудок сорняками, чтобы заглушить голод. Павка подошел, помог подняться. Старуха глянула на его медали и засмеялась страшным смехом. Герой пришел. А толку-то? Мы тут все героически подыхаем, пока вы там воевали. Село встретило его пустыми глазницами окон. Половина домов заброшена. Кто умер, кто сбежал в город. Собственная изба еще стояла, но мать постарела лет на 20. Когда обняла сына, Павка почувствовал под платком одни кости. «Сынок вернулся», — шептала она. А он думал, сколько ей осталось, если не найти еды. В первый же вечер к нему пришел председатель колхоза Петр Морозов, большой, откормленный мужик с красным лицом и маленькими глазками. Принес бутылку самогона обмыть героя. Павка смотрел, как председатель наливает мутную жидкость в граненые стаканы, и понимал, этот самогон из того зерна, которое могло спасти чью-то жизнь. «Ну что, Павел, с возвращением!» Поднял стакан Морозов. «Работать будешь, бригадиром поставлю, не обижу. Только веди себя правильно. Война кончилась, теперь другие порядки. Кто с властью, тот сыт». Павка молча выпил и ответил: «Я за народ воевал, товарищ председатель. 4 года фашистов бил, чтобы наши люди свободно жили. А вернулся, они от голода пухнут, пока ты на их костях жиреешь». Морозов побагровел, но сдержался. «Смотри, герой. Медали тут не помогут. Я тебе по-хорошему предлагаю, живи тихо, пайку получай, а начнешь выступать, враз контрой станешь. У меня связи до области». После ухода председателя Павка долго сидел в темноте. Мать спала, постановая во сне. Где-то лаяла последняя в селе собака, остальных давно съели. И тогда он решил, если власть стала врагом народа, значит, надо создать свою власть. Теневую, воровскую, но справедливую. На следующий день судьба свела его с человеком, который станет его тенью, молотом и возмездием. Павка шел лесом к соседней деревне, надеясь выменить материнское кольцо на зерно. Во враге услышал хрип. Спустился, и даже у фронтовика мороз по коже.
В волчьей яме лежал великан под 2 метра ростом, истощенный до костей. Одежда в лохмотьях, лицо в густой бороде, а вместо языка — черная дыра. Человек поднял голову и застучал кулаком по земле. 3 коротких, 3 длинных, 3 коротких. Это был знак СОС. Павка спрыгнул в яму. Великан вжался в угол, в глазах животный страх. «Спокойно, друг. Я свой фронтовик». Показал медали. Что-то изменилось в глазах немого. Вспыхнула надежда. Вытащить 2-метрового человека из ямы в 3 метра одной рукой — задача не из легких. Но Павка не зря прошел войну. Ремень с петлей, палка. Час провозился. Великан жадно пил из фляги. На шее страшные шрамы. Кто-то пытался зарезать, но не довел до конца. Павка отдал последний кусок хлеба. Незнакомец сначала не поверил, потом схватил и заплакал, давясь. «Откуда ты, брат?» Тот показал жестами, военнопленный. Немцы вырезали язык за побег, наши освободили, но сразу в лагерь. Как предателя. Сбежал, скитался. Местные загнали в яму, думали, дезертир. Имя. Великан начертил палкой на земле. Трофим. Пойдешь со мной, Трофим. Накормлю, оденем. Легкой жизни не обещаю. Трофим встал во весь рост, опустился на колено и приложил руку к сердцу. Это была клятва. Привел его домой. Мать сначала ахнула. Великан выглядел страшно. Но увидела, как он ест похлебку из лебеды, перекрестилась тайком. Господи, до чего людей довели? В ту ночь Павка не спал. Трофим оказался не просто грамотным. До войны был учетчиком на элеваторе, знал все склады, всю систему. Руками показал, есть секретный склад, где зерно для госрезерва, а председатель продает налево. Первый склад взяли через 3 дня. Павка собрал 3 фронтовиков: Серега Хромой, Ленька Остроглазый и Коля Штык. Объяснять долго не пришлось. Пацаны, война не кончилась. Только враг теперь не в немецкой форме, а в советской. Правила были простые. Своих не трогаем. Без нужды не убиваем. Берем только у тех, кто украл у народа. Делим на всех нуждающихся. Друг друга не сдаем. Так родилась группа, которую потом назовут красными ворами, не уголовниками, а народными мстителями. Трофим стал правой рукой. У него была фотографическая память и идеальный слух, никто не знал района лучше. Плюс 2 метра роста и молчаливость, идеальный разведчик и палач. Вечером перед первым делом мать гладила Павку по голове. «Сынок, осторожнее. Мне уже не страшно помирать, а ты молодой». Он поцеловал ее сухую руку. «Мам, я с фашистами 4 года воевал и живой вернулся. Со своими сворами справлюсь». Но уже тогда понимал, война с фашистами была честнее. Там враг был в чужой форме. Ночь на 15 октября 1947 года. Безлунная и холодная. Павка лежал в мокрой траве в 100 метрах от склада номер 3. Рядом Серега Хромой. За кустами Ленька Остроглазый. Трофим ушел с другой стороны, отвлекать сторожа. Сторож, местный пьяница Гришка Косой, которого Морозов специально держал на складе. Пьяный ничего не видит, ничего не помнит. Но в ту ночь Гришка был почти трезв, самогон кончился. Ходил, бормотал, светил керосинкой. И тут из темноты вышел Трофим, 2-метровая тень в рваной одежде, лицо под капюшоном. Гришка заорал и бросился бежать, теряя сапоги. Трофим поднял руку. Сигнал. 5 минут, и склад взломан. Внутри мешки с зерном, ящики с тушенкой, американская помощь по ленд-лиз. Все, что должно идти семьям погибших. «Берем половину», — приказал Павка.
Если все заберем, сразу будет шум. К рассвету зерно уже лежало на порогах самых голодных. Старуха Дарья упала на колени перед мешочком пшеницы и заплакала. Ангелы. Ангелы пришли. А через 2 дня председатель Морозов узнал о краже. Сторож 3 дня пролежал в канаве. Нес чушь про 2-метрового демона. Никто не поверил. Морозов приехал на склад, долго молчал, потом сказал помощнику: «Найди мне Павку Сидорова». Встреча в конторе. Морозов за столом, Павка стоит напротив. «Знаешь, зачем позвал?» «Догадываюсь. Воров ищете». «Не разглагольствуй, герой. Верни зерно, разойдемся миром. Не вернешь, загремишь по 58-й». Павка подошел ближе, оперся здоровой рукой о стол. «У тебя нет доказательств. Сторож, который чертей видел, смешно. А вот у меня есть». Достал бумагу, копия переписки Морозова с областью о левом зерне. Оригинал у Трофима в надежном месте. Морозов побелел. «Что ты хочешь?» «Справедливости. Будешь морить людей голодом, буду забирать и раздавать. Начнешь войну, получишь войну. Я 4 года с фашистами воевал. Ты не страшнее». Так началась новая война. Тихая, ночная и беспощадная. И чем дальше, тем больше людей вставало за Павкой. Потому что впервые за годы голода кто-то сказал: «Хватит». А в центре этого сражения стояли двое: маленький фронтовик с ножом из Берлина и молчаливый 2-метровый великан без языка, но с памятью, которая не прощала предательства. И когда в октябре 1948-го Павка поднял нож над коленопреклоненным Ваской Рыжовым, он не собирался убивать. Он просто хотел, чтобы все запомнили: предательство имеет цену. И цена — это не смерть. Цена — позор перед всем селом. Он провел лезвием по щеке предателя, тонкая струйка. Потом повернулся к толпе. Запомните его лицо. Запомните, что бывает с теми, кто продает своих за мешок зерна. И отпустил. Живого. Потому что иногда жить с позором страшнее, чем умереть. Так и жили дальше, скрытно, в страхе и в надежде, пока система не решила раздавить их окончательно. Но это уже другая история. А может, и не другая. Может, просто продолжение той же битвы, только без фронта, без окопов и без пощады. Жизнь в селе горное начало меняться. Незаметно, исподволь, но люди поднимали голову. Появилась надежда. А Павка понимал: нужна система. Нельзя просто воровать и раздавать. Нужны правила, структура, дисциплина. Военная организация только для другой войны. Собрал своих в заброшенной кузнице. Кроме первой 4 пришли еще 3. Гриша Подрывник, бывший сапер с фронта. Иван Фельдшер, военврач. Мишка Тихий, снайпер, который мог неделю лежать в засаде. Трофим стоял у входа, безмолвный часовой, от взгляда которого стыла кровь. «Братья», — начал Павка, — «то, что мы делаем, не воровство. Это возвращение украденного. Но нужны правила, иначе станем такими же, как те, против кого воюем». Достал лист, всю ночь писал. Первое правило. Не берем у честно работающих. Второй пункт. Насилие только в крайнем случае. Номер 3. Добычу делим: треть нуждающимся, треть на общую нужду, треть участникам. Четвертое правило. Предателей караем без пощады. И 5. Защищаем слабых, особенно женщин и детей. Нарушитель отвечает перед всеми. Роли распределили. Ленька Остроглазый, разведка. Серега Хромой, связь с другими селами. Коля Штык,
боевые операции. Гриша Подрывник, взломы, диверсии. Иван Фельдшер, лечение, прикрытие. Мишка Тихий, безопасность, стукачи. Трофим, все остальное. И немного больше. Павка учил его языку жестов. Не просто «да» и «нет», а целой системе. Поднятая бровь — опасность. Зажатый кулак — к атаке. 2 пальца — отступаем. За месяц Трофим освоил больше сотни знаков. Но главное — научился читать людей. Кто врет, кто боится, кто готов предать. История о том, как Трофим вычислил первого стукача, стала легендой. Был в селе мужик, Петруха Болтун. Вроде свой, даже на фронте был. Но что-то в нем настораживало. Трофим проследил неделю. Однажды ночью привел Павку к дому участкового. В окно видно, Петруха докладывает, участковый записывает. Наутро Петруху нашли в лесу. Живого. Но говорить больше не мог, от страха онемел. На лбу выжжено клеймо «Иуда». Кто сделал, никто не видел. Но все поняли, это Трофим. Тень Павки. Его возмездие. Слухи пошли по району. Говорили, Павка продал душу, Трофим — демон, которого он призвал. Что они проходят сквозь стены, читают мысли, насылают проклятия. Павка не опровергал. Страх — хороший союзник. Но была и другая сторона медали. Когда у потерявшей мужа на фронте Анфисы сын заболел, а лекарств не было, Иван Фельдшер его вылечил. Когда деда Прохора выгоняли из дома за долги, Павка принес мешок зерна председателю. Долг погашен. Когда пьяный участковый полез к молодой учительнице, Трофим появился из ниоткуда. Участковый потом месяц заикался и обходил ее стороной. Система работала. Склады теряли продукты, они чудесно появлялись у голодных. Спекулянты боялись приезжать. Даже председатель Морозов притих. Но Павка знал, это только начало. Настоящая война впереди. К лету 1948 года Павка контролировал уже 3 поселка. Его люди были везде, среди колхозников, шоферов, низового начальства. Создавалась параллельная власть не в кабинетах, а в кузницах, лесных избушках и подвалах. Трофим стал легендой. Его боялись больше, чем НКВД. Рассказывали, может сломать человека пополам, не чувствует боли, пули его не берут. Последнее было почти правдой. На теле столько шрамов, что смерть, казалось, просто не хотела его забирать. Однажды пришла делегация из соседнего района. 3 фронтовика. Старший Иван Петрович говорил тихо, но твердо. Слышали про вас? У нас тоже начальство жирует, народ дохнет. Поможете организоваться? Павка долго молчал. Потом сказал: помогу. Но условия мои. Никакой самодеятельности. Только общее дело. Полная дисциплина. Война, она и есть война, даже без выстрелов. Так началась сеть. К весне 1949 года 7 сел, 2 райцентра. Больше сотни человек. У каждого роль, у каждого задача. Кто-то следил за начальством. Кто-то обеспечивал алиби. Кто-то распределял. Главным достижением стал народный суд. Обиженный властью мог прийти к связному и рассказать. Информация доходила до Павки. Он решал. Иногда хватало предупреждения. Трофим появлялся ночью у окон, стоял и смотрел. Обычно этого хватало. Но был случай, который все изменил. Молодая девушка Света, дочь погибшего фронтовика, работала секретаршей райкома. Начальник районного НКВД Федор Иванович Козлов положил на нее глаз. Она отказала, он пригрозил, мать посадит за антисоветчину. Света пришла к Павке в слезах.
Трофим стоял сзади, дыхание стало тяжелее. Он не переносил насилия над женщинами. Когда девушка ушла, Павка сказал коротко и ясно: «Займись им». Через неделю Козлов исчез. Машину нашли на обочине. Следов нет. Искали месяц. Потом началось. Заместитель получил фото связанного Козлова с кляпом и подписью «Следующий». Начальник райкома нашел на столе отрезанный палец с перстнем и записку: «Не трогайте наших женщин». Козлова не нашли. Говорили, Трофим закопал живьем, скормил свиньям, утопил в болоте. Правда была проще и страшнее. Козлов остался жив, но потерял рассудок. Последний раз видели в психбольнице под чужим именем. Каждую ночь кричал про немого великана. После этого власти изменили отношение. Поняли, это не шайка, это сила. Начались переговоры. Приезжали эмиссары, должности, деньги, индульгенция. Павка отвечал: «Прекратите морить народ голодом, и мы исчезнем сами». Но он знал, мирно не кончится. Слишком далеко зашло. Однажды ночью у костра в лесу сказал Трофиму: «Знаешь, брат, мы с тобой уже не люди. Мы — инструменты возмездия. И дороги назад нет». Трофим кивнул. Показал жестами: «Я с тобой до конца». Павка усмехнулся: «Знаю, брат, знаю». Весна 1949 года принесла неожиданное. Утром у дома овдовевшей Фёклы нашли мертвого Гешу Кривого, одного из людей Павки. Горло перерезано. На груди углем вор. Павка стоял над телом. Лицо — камень. Трофим рядом, читал следы, как книгу. Вечером — первый народный суд. В заброшенном сарае собрались все. Павка на бочке, как на троне. Трофим за спиной. Перед ними на коленях Саня рваный, напарник Геши. «Рассказывай». Голос Павки, тихий, но от него стыла кровь. Саня, здоровяк, который немцев голыми руками душил, плакал. Геша сказал: «Легкое дело. Корову у Фёклы взять и продать. Деньги пополам». Я отказывался. Но он, Павка, не узнает. Мы рискуем и имеем право. Павка подошел вплотную. Лишнюю копейку у женщины с 5 детьми. У женщины, чей муж под Курском лег. Повернулся к собравшимся. Запомните, мы не бандиты. Мы — восстановители справедливости. Кто забудет, получит, как Геша. Саня задрожал. «Павка, прости, я верну». Павка отвернулся. Знак Трофиму. Великан поднял Саню одной рукой. Все ждали смерти. Но Павка поднял руку. «Стой!» Саня воевал честно. Дурак, но не подлец. Наказание. Вернешь вдове стоимость коровы в тройном размере. Месяц работаешь на ее хозяйстве бесплатно. И клеймо. Трофим достал раскаленное железо. На нем буква «П», что означало позор. Саня не сопротивлялся. Знал, мог быть трупом. После этого Павка собрал ближний круг, 7, кому доверял безоговорочно. Нужен писаный закон. Не по ситуации, а по правилам. 3 ночи составляли кодекс чести красных воров. 12 правил. Простым языком, но с железной логикой. Номер 1. Не трогать имущество честно трудящихся. Номер 2. Защищать слабых бесплатно. Номер 3. Предателя смерть без суда. Номер 4. Насильника калечить, но не убивать. Пусть живет и мучается. Номер 5. Треть добычи нуждающимся. Номер 6.
Не брать бывших полицаев и карателей. Номер 7. Споры судом равных. Номер 8. За убийство невинного. Смерть. Номер 9. За кражу у своих. Клеймо и изгнание. Номер 10. Семью погибших содержать общим фондом. Номер 11. Доносчика метить. Номер 12. Клятву нарушивший теряет защиту братства навсегда. Кодекс переписали в 20 экземплярах. Каждый руководитель ячейки получил свой. Нарушение каралось жестоко, но справедливо. И люди приняли. Даже не в организации знали, красные воры слово держат. Угрозу исполняют. Но было и неписанное правило, правило Трофима. Если великан считал наказание чрезмерным, он просто не исполнял. И Павка всегда прислушивался. Потому что Трофим, потерявший язык от фашистской пытки, лучше других знал грань между возмездием и жестокостью. Лето 1949 года. В район пришли чужие. Банда уголовников из Сибири. 15 человек. Все с опытом, все отмороженные. Возглавлял Ганс Череп. Бывший вор в законе, не принявший новые правила. Первое столкновение. В лесу. Павка вез зерно для распределения. На дорогу вышли чужаки. Череп невысокий, жилистый, с мертвыми глазами. Слышал про вас, красные. Робин Гуды. Договоримся, вы нам не мешаете, мы вам. Места хватит. Серега хромой. Иди, урка. Здесь наша земля. Череп кивнул. Двое прыгнули на телегу. Серега успел выхватить нож. Но их было больше. И тут из лесной чащи вышел Трофим. Двигался медленно, как медведь. Первого смахнул с телеги. Второго поймал за горло, поднял. Тот хрипел, но вырваться не мог. Череп выхватил финку. А ты, значит, не мой великан. Посмотрим. Главарь бандитов бросился на великана. Трофим поймал руку с ножом. Хруст костей. Череп орал, упал на колени. Трофим отпустил. Показал жестами «проваливайте». Сейчас. Но Череп ответил: «Это война. Мы вернемся и сожжем ваши деревни». Трофим посмотрел долгим взглядом. Быстрым движением выбил челюсть. Она повисла на коже. Череп потерял сознание. Тогда Павка понял, это только начало. Собрал военный совет. Уголовники — не власть. Договориться нельзя. Только сила. План, как на фронте. Номер 1. Психологический удар. Мишка Тихий 3 ночи подряд ранил часовых в ноги. Крики не давали спать. Номер 2. Диверсия. Гриша Подрывник взорвал колодец, единственный источник воды. Номер 3. Основной удар. На рассвете 30 человек окружили деревню Малиновку, где засела банда. Подожгли крайние дома. Загнали в центр. Бой, короткий и жестокий. Трофим шел через огонь с огромным топором. Не убивал, калечил. Дробил руки, ломал ноги. Оставлял живыми. Это было страшнее смерти. К полудню все кончилось. 5 уголовников мертвы. Остальные, искалеченные, на площади. Павка громко: «Запомните и передайте. Это наша земля. Кто придет с мечом, от меча и погибнет. Убирайтесь. Ползком». После победы авторитет Павки стал непререкаемым. Но с властью пришла паранойя. Чем больше организация, тем выше шанс предательства. И предатели не заставили ждать. Осень 1949 года. Дождливый октябрьский вечер. Павка сидел в новом штабе,
подвале заброшенной мельницы. Место выбрано не случайно. Власть боялась трогать даже руины церковных построек. Вошел Иван Фельдшер. Лицо, как мел. Павел, беда. Кольку штыка взяли. Коля, один из первых. Надежный и проверенный. Где держат? В райотделе. Допрашивают. Бьют сильно. Трофим, сидевший в углу, поднялся. Показал жестами: «Пойду. Заберу». Павка покачал головой. «Нет. Ловушка. Ждут нас. Надо думать». И тут стук в дверь. Все схватились за оружие. Спустился человек в форме НКВД. Руки держит вверх. Спокойно. От майора Волкова. Хочу встретиться. 1 на 1. Майор Волков, новый начальник райотдела. Прибыл месяц назад. Воевал в контрразведке. Репутация, жесткий, но не зверь. Павка согласился. Ночью. В лесу. Без оружия. Волков, невысокий, сухощавый, глаза умные. Павел Иванович, или просто Павка, как вас зовут в народе. Вы создали параллельную власть. Это государственное преступление. Он выдержал паузу. Но я понимаю, почему. Видел, что творится. Коррупция. Воровство. Насилие над людьми. Павка молчал. Волков. Предлагаю сделку. Прекратите открытые акции против власти. Я закрываю глаза на помощь населению. Николая Штыка отпущу. Но условие: помогите вычистить настоящих врагов народа, тех, кто грабит изнутри. Павка. Гарантии. Волков достал документ. Письменные гарантии за его подписью. Неприкосновенность для всех в списках. Взамен информация о коррупционерах в области. Павка взял бумагу. Изучил. Посмотрел в глаза. Почему верить? Волков усмехнулся. А выбор есть. Я знаю все, явки, имена. Могу арестовать за ночь. Но не делаю. Вы делаете мою работу. Вашими методами. Сделка заключена. Павка передавал схемы. Волков — прикрытие. Николая Штыка выпустили через 2 дня. Избитого. Но живого. Он рассказал, допрашивал лично Волков. Не пытал. Проверял на прочность. Но цена сделки — ропот в организации. Продался. Предал идеалы. Пришлось собирать общий сход. «Братья», — говорил Павка, — «мы не можем вечно воевать со всеми. Используем противоречия. Волков — меньшее зло. С ним можно работать. Но доверие подорвано. Через неделю — покушение. Не от властей, не от бандитов, от своих. Спас Трофим. Почувствовал раньше. Когда в окно полетела граната, накрыл Павку собой. Взрыв. Осколки. Кровь. Трофим выжил. 12 ранений. Иван Фельдшер оперировал 4 часа. Покушавшегося нашли быстро. Мишка Тихий вычислил по следам. Это был Васька Резкий, молодой, недавно пришел. Подослан областными уголовными авторитетами. Наказание показательное. Павка собрал всех. 1 выстрел в голову. Потом. Кто еще сомневается в моем праве вести вас, выйдите сейчас. Уйдете с миром. Останетесь и предадите. Участь такая же. Никто не ушел. Но Павка знал, это только начало. Цена лидерства росла. И самое тяжелое — видеть, как он сам меняется. Из защитника в диктатора, правящего страхом.
Зима 1949 года. Лютые морозы. Но холоднее в кабинетах власти. Павка в подвале мельницы. Изучает документы от человека Волкова. Трофим, еще в бинтах, точит ножи в углу. Документы — кошмар. Областное начальство создало систему разворовки американской помощи. Продукты, медикаменты, одежда на черный рынок. В отчетах распределено нуждающимся. Худшие — детский дом номер 7. Директор Анна Ивановна Соколова морила детей голодом. Продавала еду. За 2 года 20 умерших. От болезней. На деле — от истощения. Павка встал. Прошелся. «Знаешь, брат, — сказал Трофиму, — думал, воюем с ворами. Оказывается, с убийцами детей». Трофим отложил нож. Показал, что делать. Павка. То, что умеем. Восстанавливать справедливость. План дерзкий. Через Волкова вышел на замначальника области Семена Петровича Громова. Слабый, трусливый, жадный, идеальная мишень. Встреча в бане. Без свидетелей. Громов сидел на полке, потел. Вошли Павка и Трофим. Увидев великана, Громов чуть не упал. «Семен Петрович», — спокойно начал Павка, — «у меня документы о ваших делишках. Копии у надежных людей. Случится со мной, что окажутся в Москве». Громов побелел. «Что хотите?» «Чтобы продукты доходили до детей. И информацию о тех, кто выше вас». Так Павка начал самую опасную игру. Сеть не только внизу, но и наверху. Шантаж, подкуп, запугивание. К весне 1950 года 3 замначальника области, 5 прокуроров, 1 генерал НКВД. Но цена жесткая. Павка менялся. Глаза холодные. Улыбка исчезла. Только с Трофимом оставался прежним. История с детдомом закончилась показательно. Соколову нашли в кабинете. Живую, но сломленную. Трофим заставил 3 дня есть баланду, которой кормили детей. На 4-й она сошла с ума. Последнее, что повторяла: «Простите, дети». Продукты в детдом пошли в полном объеме. Новый директор, фронтовичка, потерявшая мужа и сына. Жесткая, справедливая. Через месяц дети перестали быть скелетами. Майор Волков на встрече. «Вы играете с огнем, Павел Иванович. Рано или поздно Москва заметит». Павка. «Пусть. К тому времени у меня будет столько компромата, что им придется договариваться». Волков покачал головой. «Вы не понимаете. Наверху свои правила. Могут стереть целый район. Объявить бандитским. Зачистить». Павка. «А вы предлагаете сдаться. Позволить убивать детей ради наживы». Волков молчал. К лету 1950 года имя Павки стало легендой. Песни по кухням. Истории с новыми деталями. В народе советский Робин Гуд. С пистолетом вместо лука. И с молчаливым великаном вместо веселых разбойников. Май 1950-го. В село Лесное приехал уполномоченный по заготовкам Алексей Петрович Серов. Молодой. Жестокий. В первый день план по зерну вдвое. Председатель попытался возразить, получил по лицу. На следующий день делегация женщин. Серов рассмеялся. «Идите домой. Еще раз придете, мужей по 58-й статье закроем». Молодая вдова Катя. «Что ж вы за изверг?» Серов подошел. «Хочешь узнать? Приходи вечером, договоримся». Катя плюнула в лицо.
Убежала. Вечером милиционеры за ней. Но не успели. Из темноты Трофим. Скрутил. Связал. Оставил в огороде. Кате, собирайся. К родственникам. На время. Наутро Серов проснулся, привязан к кровати. Голый. Рядом Павка. Алексей Петрович, спокойно. Слышал, вы любите унижать. Особенно женщин. Нехорошо. Серов попытался крикнуть, рот заткнут носком. Напишите заявление об увольнении. По здоровью. Уедете навсегда. Серов замотал головой. Павка кивнул Трофиму. Великан достал клещи. Зажал мизинец. Хруст. Серов завыл. Первый палец. У вас 20. Будете упрямиться, мы их посчитаем. Серов кивнул. Написал. Через час привязан к столбу в центре поселка. В женском платье. С табличкой «Я насильник». К вечеру вся область знала. Расследования не было. Говорили, в Москве кто-то влиятельный сказал. Не трогайте Павку. Он делает, что мы не можем. Но слава имела обратную сторону. Просители со всей области. Помогите судом. Защитите от бандитов. Накажите насильника. Павка не мог помочь всем, но и отказать не мог. Создал народный трибунал. 5 человек. Разбирали жалобы. Проверяли. Решали. Трофим — главный исполнитель. Методы изощренные. Насильники лишались возможности насиловать. Воры — воровать. Доносчики — говорить. Случай с купцом Ларионовым. Обманывал крестьян. Трофим поймал ночью. Утром привязан к дереву. Все наворованные деньги в рот. Зашит суровой ниткой. Записка «Нажрался». Осень 1950 года, переломная. Сентябрь. В область приехал новый прокурор Григорий Васильевич Стальной. Из Москвы. Сталинский выдвиженец. Особые полномочия. Задача — навести порядок. Слишком много самоуправства. Стальной умен. Не атаковал сразу. Начал с окружения. Арестовали Серегу Хромова, кража колхозного имущества. Через неделю Леньку Остроглаз, антисоветская агитация. Павка понял, это начало. Встреча в октябре. Официальная повестка. Павка пришел открыто. Трофим снаружи. Как каменное изваяние. Павел Иванович Сидоров, начал Стальной. Герой войны, 3 ордена славы. А теперь главарь банды. Как так? Павка сел без приглашения. А вы как думаете, товарищ прокурор? Воевал за справедливость. Вернулся, тыловое варье больше фронтового. Стальной отложил папку. Без демагогии. 12 свидетелей о ваших преступлениях. Грабежи. Насилие. Убийство. Павка усмехнулся. Показания от кого? От тех, кого мы наказали за воровство и насилие. Смешно. Стальной встал. Подошел к окну. Вы переходите черту. Помогать людям — одно. Параллельная власть — другое. Государственное преступление. Павка тоже встал. А морить голодом — не преступление. Насиловать — не преступление. Воровать у сирот — не преступление. Стальной. Для борьбы с преступлениями есть закон. Есть органы. Павка. Которые сами в коррупции по уши. Вы же знаете, сколько ваших на содержании уворотил. Стальной минуту молчал. Потом. Последняя сделка. Распустите организацию. Уезжайте из области. Гарантирую безопасность вам и людям. Откажетесь — враги народа.
Все. Павка. Нет. Стальной. Вы подписываете себе приговор. Павка. Может быть. Но если уйду, кто защитит людей от таких, как вы? Стальной нажал звонок. Арестовать. Никто не вошел. Нажал снова. Тишина. Открыл дверь, приемная. Все сидят. Никто не шевелится. Трофим в центре. В руке пистолет начальника охраны. Павка прошел мимо остолбеневшего прокурора. Предупреждение, товарищ Стальной. Единственное. Через 3 дня Стального нашли мертвым в кабинете. Официально инфаркт. Но шептались, на шее следы огромных пальцев. Павка собрал совет. Я не приказывал убивать. Трофим показал жестами. Он бы уничтожил всех. Не было выхода. Павка долго молчал. Кивнул. Может, ты прав. Но мы перешли черту. Пути назад нет. Через неделю комиссия из Москвы. Массовые аресты. Но не людей Павки. Коррупционеров. Оказалось, Стальной приехал не только самоуправством бороться, но и схемы московских воротил прикрывать. Его смерть открыла ящик Пандоры. Павка понял. Передышка. Рано или поздно доберутся и до него. Но отступать некуда. Он стал тем, кем клялся не стать. Убийство — инструмент. И не чувствовал раскаяния. Зима 1950 года началась с тревожных знаков. Декабрь. Пропала связь с людьми из соседнего района. Январь. Исчез целый отряд. 5 проверенных бойцов. Должны были освободить арестованных товарищей. Павка чувствовал, где-то рядом предатель. Но где же? Кто из своих стал Иудой? Трофим первым заметил изменения в поведении Ивана Фельдшера. Стал нервным. Избегал взгляда. На собраниях садился ближе к выходу. Великан показал наблюдение Павки жестами. Тот не хотел верить. Иван с самого начала. Спас десятки жизней. Проверка простая и жестокая. Павка объявил операцию по захвату склада с медикаментами. Назвал дату, время, место. Но каждому из ближнего круга разные детали. Ивану в 2 ночи. Остальным в 3 часа. 4 февраля. Ровно в 2 часа. К складу 3 грузовика с солдатами внутренних войск. Павка наблюдал из укрытия. Сердце сжималось. Иван — друг и соратник. Предатель. Рядом — Трофим. Кулаки побелели. Утром Ивана привезли в лесную землянку. Он все понял по лицам. Упал на колени. Заплакал. «Простите, братья. Сына взяли. 10-летнего Мишку. Сказали, или я работаю на них, или пацан сгниет в детколонии». Павка молчал. В землянке тишина. Только потрескивают дрова. Потом голос, страшнее крика. «Сына, говоришь. А сыновья тех, кого из-за тебя арестовали. Дети тех, кто погиб в засадах. Они не люди». Иван поднял голову. Глаза — безумная надежда. «Павел, я все исправлю. Буду дезинформировать». Павка отвернулся. Знак Трофиму. Великан взял Ивана за плечи. Тот закричал. «Павка, мы же друзья. Вместе воевали». «Да», — согласился Павка, не оборачиваясь. «Но ты выбрал. Одного против многих. Свою кровь против общего дела. Твое право. Но и расплата тебе по справедливости». Трофим вывел наружу. Что было дальше, видели только деревья. Через час великан вернулся. Руки в крови. Показал жестами.
Не мучился. Быстро. Павка кивнул. В тот день постарел лет на 10. Но история имела продолжение. Через неделю сын Ивана, Мишка, сбежал из детприемника. Прошел пешком 40 километров по морозу. Нашел Павку. Стоял маленький, замерзший, но с горящими глазами. «Дядя Павел, знаю, что папа натворил. Знаю, что вы с ним сделали. Он предал. Но я не предам. Возьмите. Буду делать, что скажете». Павка смотрел и видел себя в 1945-м. Взял Мишку. Поручил Трофиму. Великан стал мальчику и учителем, и защитником. Современники потом рассказывали, Мишка вырос и стал одним из самых преданных людей Павки. До самого конца. После раскрытия Ивана паранойя усилилась. Павка никому не доверял полностью, кроме Трофима. Создал систему тройного контроля. Каждый следил за каждым. Доносил о подозрениях. Организация, начавшаяся как братство, превращалась в машину страха. Март 1951 года. В область прибыл полковник госбезопасности Николай Иванович Ветров. С особым отрядом. 30 человек. Все с опытом борьбы с бандформированиями на Западной Украине. Задача – ликвидировать организацию Павки любой ценой. Ветров действовал методично. Сначала отрезал пути снабжения. Арестовал всех, кто был связан с поставками. Потом выжигал опорные пункты, землянки, подвалы, кузницы. За 2 недели потеряна треть состава. Павка понял – конец. Собрал последний совет. В лесу. В землянке, вырытой партизанами. Пришло только 12 человек. Остальные арестованы, сбежали, прячутся. Трофим на страже. Силуэт в лунном свете, как тень великана из легенд. «Братья», — начал Павка. Нас загнали в угол. Варианты. Сдаемся. Обещают 10 лет лагерей. Бежим за Урал в Сибирь. Или принимаем последний бой. Решайте. Первым поднялся Гриша-подрывник. «Я с тобой до конца, командир». За ним Мишка Тихий. Потом остальные. Только один остался сидеть. Коля Штык. «Павел, у меня жена беременная. 3-й ребенок. Если погибну, то все». Павка кивнул. «Понимаю, Коля. Уходи. Без обид». План последнего боя отчаянный. Ударить по самому Ветрову. Полковник жил в гостинице «Заря». Охрана минимальная. 2 человека. Самоуверенность его погубит. 15 марта. 3 часа ночи. Трофим проник через окно кухни. Двигался бесшумно, несмотря на рост. Охранников вырубил голыми руками. Не успели крикнуть. Открыл дверь Павки и 3 бойцам. Ветров спал крепко. Проснулся от холодного пистолета у виска. «Доброе утро, товарищ полковник. Поговорим». Ветров не испугался. «Говорите, Сидоров. Только учтите, здание окружено. Живыми не выйдете». Павка усмехнулся. «Может быть. А может, и вы тоже». Сел на стул. «Скажите, полковник, вы верите в то, что делаете? Верите, что мы враги народа?» Ветров пожал плечами. «Выполняю приказ. Вы создали параллельную власть. Угроза государству». Павка. «А то, что государство убивает своих голодом, не угроза». Ветров. «Время трудное. Жертвы неизбежны». Павка. «Жертвы. Я тоже так думал. Пока не увидел, как дети едят траву. Старики отдают последний кусок внукам. Это не жертвы, полковник. Это преступление». Разговор прервал шум.
Моторы, крики, лай собак. Здание окружили. Трофим посмотрел в окно. Показал. Много. Очень много. Павка встал. Что ж, полковник, наш последний разговор. Ветров. Сдавайтесь. Обещаю справедливый суд. Павка рассмеялся. Справедливый суд в несправедливой системе. Увольте. Повернулся к своим. Братья, кто хочет уйти, идите. Не держу. Никто не двинулся. Даже Мишка, сын предателя, стоял с автоматом. Павка кивнул Трофиму. Великан связал Ветрова. Заткнул рот. Вышли в коридор. Бой был короткий и яростный. Солдаты ворвались, ожидая легкой победы. Но люди Павки дрались, как загнанные волки. Гриша-подрывник заложил взрывчатку на лестнице. Взрыв снес половину здания. Мишка Тихий отстреливался из окон. Положил 7. Пока не достала очередь. Павка и Трофим прорывались к выходу. Великан шел впереди, как таран. В него стреляли в упор. Но он двигался, истекая кровью. Добрался до дверей. Выбил плечом. Расчистил путь. На улице 100 стволов. Трофим упал на колени. Но продолжал закрывать Павку собой. Павка положил руку ему на плечо. «Спасибо, брат, за все». Трофим повернул голову. В глазах не боль, а что-то похожее на улыбку. Последние жесты. Было честью служить. Павка стоял один против 100. Поднял пистолет. Не для солдат. Приставил к виску. «Простите меня, братья. Простите, что привел вас к этому». Выстрел прогремел в предрассветной тишине. Павка Сидоров, красный вор, народный защитник и народный палач, упал рядом с верным товарищем. Кровь растекалась по снегу. Кровь вождя и его тени, ставших одним в смерти, как были одним в жизни. Но это еще не конец истории. Народных мстителей должны были похоронить в безымянной могиле, как врагов народа. Но произошло невероятное. Когда грузовик с телами проезжал через село Горное, люди вышли на дорогу. Сначала одна старуха, потом другая, потом мужики, дети, живая стена. Молча, без слов. Солдаты растерялись. Приказа стрелять в безоружных не было. Попытались объехать, люди переместились. Час, 2. К вечеру больше 1000 из окрестных сел. И тогда командир конвоя, старший лейтенант Кузнецов, сам фронтовик, вышел из кабины. «Заберите их. Похороните, как считаете нужным». Павку и Трофима похоронили на старом кладбище. Рядом 2 простых креста. Но каждую ночь свежие цветы. Хлеб и самогон. Власти сносили кресты, ставили заново. Залили могилы бетоном, разбивали. В конце концов махнули рукой. Пусть лежат. Но самое удивительное, через месяц после смерти в области начали происходить странные вещи. Коррупционеров находили мертвыми при загадочных обстоятельствах. Склады с ворованным продовольствием горели. Насильников калечили неизвестные. На местах записки, память. Полковник Ветров через год сошел с ума. Твердил, видит немого великана каждую ночь. Тот стоит в углу и смотрит. Умер в психбольнице. Последнее. Простите меня, Сидоров. Я выполнял приказ. Мишка, сын предателя, выжил в последнем бою. Собрал остатки людей. Увел в глубокое подполье. 20 лет действовали скрытно. Наказывали обидчиков простых людей. Когда в 1970-х его арестовали, на суде сказал: «Я продолжал дело Павки Сидорова. И не жалею ни о чем». Современники, те немногие, кто дожил, рассказывают.
Павка не умер. Это была инсценировка. Его видели в Сибири, на Дальнем Востоке. Продолжает войну под другими именами. Конечно, легенды. Но легенды живучие. В 1990-х открыли архивы КГБ. Нашли отчет Ветрова, написанный за день до помешательства. Сидоров представлял угрозу не действиями, а идеями. Он показал людям, что можно сопротивляться системе. Это опаснее любого оружия. А что было правдой? Был ли Павка героем или злодеем? Спасителем или убийцей? Наверное, и тем, и другим. Война, даже за справедливость, не делает святыми. Делает теми, кем требует выживание. В селе Горное до сих пор стоит полуразрушенная мельница. В подвале, на стене нацарапаны слова. Говорят, сам Павка написал в последнюю ночь. Мы не выбирали эту войну. Но выбрали, на чьей стороне воевать. Старики спорят, был ли он прав. А молодые, как сказку слушают. Но есть одна деталь, которую замечают немногие. Каждый год 15 марта на могилах свежий хлеб. Целая буханка черного. Того самого, за который они отдали жизни. Кто приносит, никто не знает. Камеры выходят из строя. Сторож кладбища засыпает. Собаки молчат. Будто сама земля хранит память о маленьком человеке с большим сердцем и его молчаливом друге-великане. История Павки Сидорова не криминальная хроника. Это история о том, как отчаяние рождает героев. А герои становятся монстрами. О том, как благие намерения ведут в ад. Но иногда через этот ад единственная дорога к справедливости. Был ли другой путь? Могли ли они добиться законными методами? В той реальности вряд ли. Система защищала себя, а не людей. И тогда люди создали свою систему. Кривую, кровавую, жестокую, но свою. Эта история не учит брать оружие и вершить самосуд. Но напоминает, когда власть забывает о народе, народ находит своих защитников. И эти защитники редко бывают ангелами. Чаще обычные люди, которых обстоятельства заставили стать больше, чем людьми. Стать легендой, стать мифом, стать предупреждением. Не доводите людей до отчаяния. Потому что отчаяние рождает таких, как Павка Сидоров. И последнее. В архивах нашли дневник солдата из последнего боя. Последняя запись. Сегодня мы убили Сидорова и его людей. Но почему-то мне кажется, что проиграли мы. А как вы думаете, был ли Павка героем или преступником? Напишите в комментариях, на чьей вы стороне. Только без черного и белого. Здесь все серое. Благодарю за ваше внимание и активность. И я вас всех обнял.